Уже несколько дней у нас на улице сильный ветер. Работать крайне некомфортно. Мы уже думали начать работу над фундаментом для будущих наших построек. Мы хотим здесь сделать в будущем, опять же, гараж, мастерскую, угольник, дровник и сделать такой большой фундамент. Но, как я уже сказал, на таком ветру находиться и тем более работать очень неприятно. Поэтому мы с Викочкой решили перенаправить свои силы и поработать сегодня опять в доме. О, Викулечка, ты уже здесь? Я уже готовлюсь к этому бою с беспорядком. Как вы знаете, дорогие зрители, у нас здесь в коридоре за вот этой перегородкой есть кладовка. Вот, но она изначально создавалась еще прежними хозяевами, да? Покажи, какой там бардачек. Да, там бардак мы скрывать не будем, мы покажем. Навели его мы, не прежние хозяева. Ну, так получилось, да. Вот такой вот здесь бардак. Конечно, стыдно его показывать. Здесь ранее было все очень красиво, по полочкам разложено, но потом у нас завалилась полка. В быстрых темпах мы сюда добавляли то плитку выставим, то мешок с чем-то, то ведро с песком, то одеяло нужно вот до стирки, пусть здесь полежит. Вот, и ящики, баклажки, и уже некогда было все опять сортировать, убирать, потому что, видите, у меня здесь все было вот так вот. Полочки шли, и вот так вот в полочках ящички. В каждом ящике у меня было там для воды, для труб, гайки. Вот в таких вот коробочках я раскладывала отдельно гайки, болтики, гвоздики. В общем, за недостатком времени все это нарушилось. Ну и мы решили уже с Ромой не трогать здесь, не тратить время на уборку, потому что все-таки решили сделать какой-никакой, но косметический ремонт. И, как видите, Рома уже понемногу добавлял туда пену. Остатки пены все уходили туда, там большая щель. Ну и, в общем, начнем расхламлять это все, перебирать. И сделаем очень красивую, удобную кладовку. Так, ну, прежде я одену свою супер косынку. В ремонт без нее никуда. Я, кстати, задумывалась прикупить еще несколько таких косыночек. Ну, посмотрим. И немного забегу наперед. У нас недавно с Ромой появились такие планы вообще на этот коридор. Просто вот подумали про уборку этой комнаты, и потом, знаете, приходит мысль, думаю, а что если вообще убрать вот эту перегородку и сделать большой коридор, сделать ему отопление, вот, чтобы здесь было, ну, по крайней мере, может, не сильно прям жарко в зиму, да, но тепло, и можно было бы хранить какие-то вещи. И, конечно же, может быть, эту перегородку изменить немного, перенести туда и сделать такой шкаф для вещей. Ну и мы, конечно, надеемся, что у нас появится мастерская, склад или просто мастерская и гараж, и многие вещи перенесутся отсюда, и освободится эта комната. Вот тогда хотелось бы, конечно, воплотить эту идею. Рома, ну и куда мы все это будем складывать? Ой, не знаю, здесь работы непочатый край. Я думаю, мы вначале уберем вот эту центральную часть, мусор будем складывать в мешки, пакеты, будем выбрасывать, стройматериалы относить в той сарай, потом инструменты в дальнюю спальню, ну а остальное будем складывать в вот эти ящики, которые ты принесла. Ну все, поехали. Поехали. Погнали. Когда занимаешься расхламлением комнаты, шкафа, шифоньера, тумбочки, возникает главный вопрос – выбросить или оставить? Если у вас тоже так, ставьте лайк. Так, Рома, столько перчаток, смотри, нашла. И варежки зимние. Это нам хватит на много работы. Потеряшки, да. А я, смотри, я что тут отрыл. Это наш старый телевизор. Давай я мешок уберу. А тяжелый. Куда его денем, а? Я Он не знаю. разбитый, смотри, разбился. Выкинем. Ну, а что-нибудь тут хорошее есть? Может, какая-то проволока? Медный моток должен быть. Может, немного его разобрать? Давай туда вынесем на улицу.
разберу там, посмотрю, что есть. Очень давным-давно, когда мы приезжали с Ромой сюда погостить, этот телевизор ловил, вернее, антенна, которую делал Роман папа, 3 канала ловил, да? Да. Вот. И мы сюда, когда приезжали, всегда попадали на передачу Мир наизнанку. наизнанку, да. О, интересно. И пока прогревали дом, вот, вкусно ужинали и смотрели «Мир наизнанку». Да. Хорошее Пойду время разберу, было. посмотрю, есть тут Давай. что-нибудь или нет. Не жалеть и выбрасывать. Все. Так, это что такое? Это газ. Газ. Так, что мы тут имеем? Проволоки медной совсем мало. Наверное, я не буду и мучаться из-за нее. Откручу вот эти саморезы, болты, соединительные уголки и все. А остальное выкинем на мусорку. Так, ну я здесь убираю на этой стороне ящики разные. Тут есть что-то, ой, нужное. Поставлю этот ящик здесь. Ну, это мы будем уже разбираться немного позднее. Так, этот пакет мусор. Старые ложки. Знаете, что это за ложка? Это ложка, которой мы мешали корм для курочек. Да, у нас были курочки. Вот. Возможно, кто-то и видел. Так, это я сейчас выброшу. Хочу, знаете, что вам показать? Вот, да, тут много всего и ненужного, но, скорее всего, что нужного. Просто все ждет своего времени, когда оно будет очень-очень нужное. Вот такой фонарь. Думаю, как-то его отделать и приспособить. А я всегда найду, где такие вещи приспособить. Но выбрасывать вот такое не буду. Так, и вот здесь у нас есть плафоны, остатки. Тоже их берегу. Есть идеи для них. Ну, пока вот они лежат как ненужности. А вот эти вот баночки мы приберегли. Роме для мастерской нужны будут такие. Посмотрите, какая там шляпа. Красивая шляпа. Рома когда-то ее даже реставрировал. Ну, конечно же, мы ее не будем выбрасывать. Нет, ни в коем случае. Вот так и получается, что хотел выбросить все, а в итоге оставил все и еще и добавил что-нибудь. Оставлю себе вот эти 4 соединения. Такие где-то мне пригодятся. Саморезов. Целая жменя. Хомутик такой. Так, это все мне пригодится. Гайки, саморезы. 2 динамика. Не знаю, где-то применю. И вот такие моток проволоки. Может, будем подвязывать помидоры, огурцы или какие-то другие растения. Да, конечно, многие вещи мы здесь выбрасывать не будем, потому что они для нас дорогие как память. Вот, например, здесь лежит шлем, который мне купил мой папа еще до моей травмы на шахте в 2011 году. То я тоже его примерял и на дырчиках, на мопедах тут ездил. Вначале учился по улице. Вот. Ну, такой. Может, он еще когда-то и пригодится, да? А вот здесь его старый головной убор. Не знаю, как это, шапка, кепка или как это называется. На мне она, наверное, выглядит как на настоящем джигите, да? На каком-то грузине. Тоже, конечно, ее оставим. Это память. А вот здесь, интересно, находится еще садок для рыбы. Рыболовный садок. Папа у меня был заядлый рыбак, и в этом садке побывало очень много разной рыбы. Да, и окунь, и зеркальный карп, и караси, уклейка, плотва и так далее. Конечно, мы этот садок тоже не выбросим, а оставим его на память. Кстати, если еще найдем фотографию, то, может быть, вставлю 1 или 2. Мы, кажется, когда-то его фотографировали. С окунем или карасем, не помню. Ну, поставлю. А вот это светильник. Такой утенок. Он у нас висел в детской спальне.
не знаю, сколько лет висел, но висел долго возле моего дивана, где я спал. И так я его включал, чтобы не было страшно. Здорово. Тоже, конечно, оставим. Я думаю, что многие помнят вот такой вот Roman органайзер. Он делал его сам своими руками. Это одно из первых его творений. Вот. И, конечно же, сейчас органайзер похож на какой-то бардак. Вот. Ну, конечно же, мы все уберем. Здесь вот нужно будет все рассортировать. Болтики, гаечки, саморезы и что-то тут еще. В общем, все рассортируем по ящичкам, по вот таким вот баночкам и по органайзеру. И, кстати, вот это детальки я взяла. А что это? Походу, это вот так надо сделать. Это вроде какая-то птичка. Интересно, куда ее можно применить? Вообще, откуда она у нас здесь взялась? Ну, в общем, всякая всячина здесь. Ну и, конечно, здесь понадобится нам очень много времени. Сортировка вообще требует времени и усидчивости. Так, покажу поближе. Здесь все плафоны, которые мы собрали. Этот, кстати, на кухне висел, но он такой дает, знаете, освещение тусклое, романтичное. Поэтому, думаю, где-то в таком месте, где вот приглушенный нужен свет. И вот эти вот плафоны покажу вам. Мне так они понравились. И уже, знаете, в голове столько, идей появляется на то, как их можно сделать, переделать. Конечно же, мы их все вымоем. Вот. И вот эта красота. Ну, вы ее уже видели в прошлых наших видео. Поэтому вот тоже где-то ее применим. Очень красивый плафон. Вот все, что старое, казалось бы, старье, да, но если его применить в нужное место, вот, то там он будет выглядеть очень классно, изысканно. Главное найти свое место. Ну и вот такая вот. Не знаю, сейчас, мне кажется, на нее посмотришь и плакать хочется, и лучше ее выбросить, но нет. Вот все это можно вымыть хорошенько. И вот такой красивый тюльпан или лилия. У меня как раз в изголовье нету на тумбочке лампы, поэтому можно будет что-то придумать из нее. Сейчас нахожусь в зале, немного здесь прибираюсь. Вот эту вот книжную полочку убираю, расставляю книжечки. Вот, это у нас там котик, новенький наш котик. Кстати, его зовут Беня. А то я в прошлом видео, когда вас с ним знакомила, как-то его так произнесла, и многие поняли, что его зовут Веня. На самом деле его зовут Беня. Ну, кстати, Веня тоже ему подходит. Ну, и здесь вообще в зале его полностью показывать не буду, потому что идет ремонт. Естественно, здесь тоже мы все наставили. Ну, кто занимается ремонтами, кто делает ремонты, поймут меня. Ничего, немножечко потерпим, и потом будет у нас везде чисто и красиво. И, кстати, вот в той комнате, вы знаете, там тоже все наставлено. И вот мы сейчас занялись ремонтом кладовки, мы сейчас все там вычистим, уберем. Там очень много места, поэтому некоторые шкафчики, полочки, они перейдут из этой спальни в кладовку. И там мы все разместим вот по этим полочкам. Вот все, как мы любим, сделаем. Вот, поэтому освободится здесь место, чтобы мы вот на зиму, вы знаете, что вот у нас проект на зиму, это комната, это спальня. Вернее, мы будем ее делить пополам, делать ванну и спальню. Поэтому ее тоже нужно максимально разгрузить, все отсортировать, потому что все это нам нужно будет потом в ремонте, а просто не знаешь, где что лежит. Поэтому наведем порядок, подготовимся к этому ремонту и надеюсь, что все будет хорошо, и мы приступим вот зимой к ремонту этой комнаты, и у нас наконец-то появится ванна, туалет в доме. Беня, выходи на улицу. Скажи, я пока на окошке посижу, привыкну тут к вашему дому, а потом и на улицу буду ходить. Ну и, конечно же, вещи, которые мы решили оставить, по счастливому случаю переезжают на чердак. Наконец-то мы все отсюда вынесли. Так, изрядно вымазались, можно сказать. Я уже которую футболку меняю, купаюсь. Вика все в душ бегает и бегает каждый раз. А как же? Все, осталось теперь что? Разобрать эти стеллажи,
полки, это все вынести, потом хорошенько все вымыть, замести и начать уже ремонтировать. Я вообще, ты знаешь, первый раз вижу эту комнату вот без ничего, без этих ящичков. А она вот впервые в жизни так свободной. и есть, Да. наверное. Может быть, не зря, что вот вы придумали, вот я увидела, вот сейчас можно, вернее, оценить, сколько здесь места. И вот на будущее наш план, да, сделать тут, возможно, когда-нибудь Гардеробную, да? гардеробную, да, отопление сделать и вот для этой комнаты и гардеробную. Мне кажется, и даже немножко вот увеличить сам коридор. Эта идея довольно-таки неплохая. Будем ее Обдумать. обдумывать. Идея хорошая, но это немножко Да, попозже. что-то зрители еще нам подскажут, вот, как лучше. Или оставить все-таки кладовочку. Ну, пока она будет как кладовка. Так, Так что что- тут надо... А, они Да. снимаются, смотри. Вот эти доски, только одна, наверное, прибита. Прибито. Ага, Так. вот гвоздик. А вот эти? Давай буду носить На тебе их. такую, Мгм. да, такие доски. Вот эти внизу лавочки можно тоже наносить. Лавочка тут. Это лавка и это тоже. Это тоже лавка? Да. Ничего, у нас только лавочек. Поэтому, я думаю, тут быстренько все Так, разберется. сейчас здесь поставлю, переставлю камеру. Так, вот здесь доски пока расположились. Мы их перенесем, конечно. А вообще хочу показать вам вот этот милый. Такой получился набор, или как сказать, лавочка и стол. Так мило смотрятся. Сегодня вечером будет вода, поэтому вымоем их и, может быть, где-то там поставим, потому что там у нас абсолютно нет никакого места посидеть. Ну, еще такое крепкое. Класс. Так, мы вооружились масками, и теперь наша цель убрать всю эту пыль или плесень, короче, все вот это грязное, смести, собрать в ведро и вынести. А потом еще, наверное, тряпкой мокрой все хорошенько промоем. Да? Хлорочкой. Да. Все, понеслась. Кстати, стены еще ровные, да, более-менее, и потолок такой, как яичко. Так что я Хорошо, думаю, что у нас выглядит, хорошо да. получится, да? Мгм. Вот симпатичненько. Не считая, кстати, вот этой дыры, вот этих дыр, отслоения, вернее, даже, да, вот здесь не трещин таких сильных вот я не наблюдаю. Вот здесь чуть-чуть трещинки, прям как паутинки, и все. Надо как на совесть люди работали, делали, Ром, да? Да, ровненько. Шпаклевали какие-то специалисты, кажется. Штукатурили, да. Ой, мы как ежики в тумане. Фу. Так, сейчас буду... А ну, давай буду вытрушивать вот этот ковер. Не, ну не тут, давай мы его вынесем. Ну не надо, не А надо. как мы его вынесем? Вот так вот собрали и там где-нибудь вытрусим. Вот, Да. что он прям какой-то огромный. О, фу. Да. Давай, я понесу. Так, я тоже выйду на минутку. Да. То мы задохнемся тут. Пусть проветрится. Ну а время спустя я подключила пылесос и собрала остатки пыли, мусора, и теперь от прежней кладовки не осталось и следа. Тома, ты что там поймала? Кого поймала? Тома, Тома. Добытчица. Кузнечика поймала и несет. Ну неси, неси, покажи. Том, Тома, где кузнечик? Все, нету кузнечика. Тома. Говорит, хватит работать, возьми меня на ручки. Ну иди, иди, прыгай. Тома, Тома, прыгай. Опа, сейчас на ручки тебя возьму. Давай, запрыгивай. Тома. Ну, давай, иди сюда. Иди, иди. Опа, вот какая умничка у меня девочка. Сейчас кисточку я положу. Так, Вика тут уже вымывает. Да, я тут, в общем, вода, хлорка и какая-то
Ну, не какое-то моющее средство еще. В общем, такая колючая у меня тут смесь. А Сейчас ну-ка. промою стены. Целое ведро. Ух, да. Да, лучше Я мог. слышу. Хлоркой, мистер Пропер. Тут, в общем, Точно. все дела. Ты уже по запаху все Ага, узнаешь. целый микс. И с лимончиком как раз. Ох, Вика, молодец. Зато теперь будет пахнуть и цвести все. Ну, я думаю, ты знаешь, смотри, вот тут, не знаю, побелка, известь, ну, голая стена, штукатурка, я думаю, можно этим акриловой краской фасадной. Легко она возьмется. Ну, должно. Попробуем, по крайней мере, да. Будет светло, красиво. О, как я люблю. Пока Вика смывает вторую стену, я покажу, какие у нас вообще щели. Видите? Вот такая щель, наверное, в 3 пальца. С улицы мы заделывали ее, наверное, 2 года назад. Ну, как видно, она вроде бы не расширяется, вроде бы сейчас стала. Тем более сейчас еще будет держать и наша крылечко его тоже. Так что сейчас хорошенько промочу и запеню. Итак, все, стены мы, насколько возможно, вычистили от грязи и плесени. Все, вот это вот что-то осталось, но оно уже не оттирается. И мы спросили в телеграм-канале вчера, да, советовались, чем можно обработать эти стены. Рома снимает пену, такой звук неприятный. Ну, в общем, нам посоветовали многие обработать стены, чтобы плесень не появлялась вновь медным либо железным купоросом. У нас, кстати, я думала, что у нас медный купорос, а у нас оказался железный. И, кстати, многие писали, что железный он даже лучше. Ну, будем сейчас обрабатывать, а там посмотрим. Ром, ты мне весь кадр портишь. Свистит. Да. Я не виноват. Да, ты, конечно же, не виноват. Ну, это работа, рабочий процесс. Я уверена, что наши зрители... Ладно. Говори, что ты хотела. Так, железный купорос на 10 литров наводить или это много? То зачем? Тут литра 3 хватит с головой так. Что ты будешь делать? Ты ж Носик грязный. Ничего страшного. Так, подготовила баклажку. Едем наводить. Так, открываем наш купорос. Что это такое? Что это с ним? Что-то случилось, нет? Не знаю. Заплесневел, что ли, чуть-чуть? Нет, это не плесень. То он, наверное, в осадок какой-то выпил. Ладно, сойдет. Пойдет. Наводить, да. Другого нас нет. Так, ну а теперь следующий этап. Замазываю шпаклевкой все углы. Подготовил вот такую сетку, как раз, чтобы оно и угол, может, будет немножко держать. Вот. И как раз выровняется угол. Не будет кривой. Так, еще немножко подтянуть. Вот так. Помощница пришла, помощница. Я выглядываю. Может, пойдем куда-то? Да. Хорошее слово ты сказала. Повтори его еще. Да. Он говорит, сколько уже можно ремонтировать? Надо со мной гулять. Вика только с прогулки пришла, с ними ходила.
Покормила. Нагладила их. Так, давай, лапу, давай, покажи. Когда работа О. принялась, все, да? Молодец, какая дрессированная. Работать, скажи, не надо. С нами, только с нами. И второй, давай, давай лапку, давай. И второй, давай, давай, второй, давай. Второй не хочешь? А брюшко тебе почухать, а спинку тебе пожмякать. Сладкий какой-то. Аж слишком сладкий. Рома, ну у нас появляются новые зрители. Нужно Да. ответить на частый вопрос. Решили уже ответить здесь, потому что многие спрашивают. Ну, это и понятно. Почему вы взяли именно такой очень-очень старый дом и так много сюда вкладываемся? За что нам такое? Ну, скорее всего, что, дорогие зрители, нужно узнать историю. Вот. Уже постоянные зрители знают, ну, для вас повторим, расскажем историю этого дома. Да, мы эту дачу, этот дом с участком мы приобрели в 2010 году. Мы с мамой сюда приехали вдвоем. Долго ехали, долго шли. Сразу распереживали, что такая глубинка здесь. Но понравилось, что дом большой, во-первых, и участок большой, есть где разгуляться. Конечно, тут было много таких еще построек ветхих, их пришлось разбирать, старый уже такой трухлявый забор. В общем, было много мусора, мы выгребали. Ну, я тогда молодой был, это сколько, 15 лет уже прошло. Горячий. Да, мне было 20 с небольшим. И мы тут с мамой тоже планировали, что будем делать, как. Дом был пустой, но я работал, кстати, на 2 тогда работах. И приобрел тогда пилу, так, болгарку, телевизор, всяких инструментов. Мебель. Да, мебель взяли, какие-то ложки, вилки. Ну, на первое время здесь было прям здорово. У меня был такой друг, собачка была, дружок. Лохматый такой, страшный. Ну, в старой будке он жил, и нам было хорошо И, вместе. как вы заметили, все действия проходили еще до меня. Да. Мы еще тогда не были даже знакомы, поэтому Рома просто отделялся от родителей, повзрослел, стал работать и купил себе вот отдельное жилье, вот этот дом. Ну и, в принципе, выглядел он тогда неплохо, вот, и Рома планировал здесь только поклеить обои, постелить Хороший линолеум. холостяцкий домик. Да, Отлично, мне тут было хорошо. да. А потом появилась я. Да. И стало еще лучше. Да, но меня на шахте, кстати, потом травмировало еще, да. Вот, и мы этот дом оставили. Вернее, тут за ним ухаживали уже, смотрели за ним родители, они тут Когда дачу садили держали, огород, да. У них Как классно дача. все так получалось. А мы жили в городе тогда. Да, пока ты восстановился, потом плюс работали мы как-то уже не до сельской жизни, жизнь молодая, путешествовали, работали, ну и много других обстоятельств было. Поэтому приезжали сюда как на дачу, в гости к родителям, здесь собиралась семья Да, вся большая, семья. да, поэтому такие хорошие воспоминания у нас здесь об этой даче. Ну и вот с недавних времен мы как-то тоже пережили некоторые обстоятельства и вот приехали сюда так отойти, побыть на даче. У нас Альфуша родилась тогда уже. И мы решили, думаю, а не начать ли нам восстанавливать что-то здесь, вот продолжать делать. Ну и вот у нас как раз YouTube-канал. Ну, уже пошел. Да, У нас уже пошел, были, да. У нас уже видео вышло на 1 миллион. некоторые подписчики. Появились зрители. И, в общем, это все так вот совпало, что мы решили сюда. Приезжали на несколько дней, что-то ремонтировали, уезжали, приезжали. В общем, вот такая была кочевая жизнь. Это, конечно, было сложно, да, вот нелегко было так работать. А сейчас мы тут постоянно живем, работаем, радуемся, гостей принимаем. Это Да. очень приятно. Особенно, вот, как вы заметили, ну и постоянные зрители знают, особенно это после пожара, мы уже отсюда не выезжаем в город, мы живем здесь на постоянной основе, потому что особенно этот сентябрь, да, вот в сентябре ровно год, как Да. мы пережили эти пожары. Но сейчас мы живем здесь на постоянной основе, делаем ремонты, переделки, реставрации, снимаем видео и выпускаем вот такие вот выпуски по желанию нашей аудитории. Да. Иногда про ремонт, а иногда еще вставляем огород, животных. Ну, все, что немножко происходит в нашей жизни, тоже делимся.
У меня тут одна идея появилась. Смотрите, есть вот такой настенный коврик. Он, конечно, старенький. Его нужно бы постирать. Но я сейчас его возьму и покажу, куда я его хочу прицепить. О, Вот так ты хочешь повесить, да? как тебе? Ну, была такая идея у меня. Ну, как у бабушки на деревне. Ну, кто видит? Ну, по крайней мере, даже если как у бабушки. Это вот такие вот вещи сейчас днем с огнем не найдешь. А у нас она на улице висит, а видно. Да, она, конечно, грязненькая. Кстати, тут есть светлая сторона. Ну да, она грязненькая. Ну, вечером пойдет вода, я постираю. Вот светлая вообще шикарно Ну, что? было бы. Давай, будет белые стены и как раз вот это. Пока не капитальный ремонт, можно пожить с таким. Да, можно. Но если, знаешь, как говорят, если сильно хочется, то можно попробовать. А потом поживем, увидим, может, переделаем. Так, и вы, дорогие зрители, тоже напишите свое мнение вот по поводу такой отделки вот, для стены. Ну, я считаю, что отделка. Вот, или декор, как правильно сказать. В общем, пишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. Но я уже вооружился распиратором, краскопультом. Сейчас буду красить эти стены. Наверное, придется раза 2-3 пройтись, и потолок, и стены. Ну, как получится, так и покажу. Опачки. Ой, отвалилось. А ну, один, Вика. Давай. Нанесли мы первый слой. Уже так немножко беленько стало, да? Намного Уже светлее. почище. Сейчас он высохнет, и еще пройдемся разочек. Альфа, ты опять к нам пришла, иди сюда. Она уже зовет на прогулку. Да. Говорит, что-то вы заработались. Гулять-то пора, да? Все, пойдем сейчас. Не кусай меня. Так, ну теперь нужно все здесь красиво обставить, окультурить. Это мы уже будем заниматься в следующих видео. Ну, а сейчас будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы нас ждете. Кстати, то видео, которое вот у нас пропустилось, обязательно оно скоро выйдет. Вот, так что вас ждут много видео. Мы никуда не пропадаем. И вам мы благодарны за поддержку, Да. за то, что вы пишете, переживаете за нас. И не забывайте, также мы есть в телеграм-канале, все новости там выходят. И у кого не получается смотреть нас на ютубе, обязательно переходите по ссылочкам внизу в комментариях, в описаниях к этому видео на Дзен и ВК. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.